Значительная часть того, что мы привыкли считать истиной о религии и истории человечества, изначально было искажено. Возможно, дело не в отрицании духовности, а в стремлении понять, какие скрытые намерения могли лежать в основе древних текстов, священных учений и традиций, которые передавались из поколения в поколение. Почему так много древних культур рассказывают о загадочных существах, пришедших с небес и принесших знания, законы и принципы, ставшие основой целых цивилизаций? Религиозные повествования часто воспринимаются как нечто священное и неизменное, рожденное из чистой веры. Однако с течением времени некоторые детали были намеренно упущены или изменены, чтобы обеспечить больший контроль над обществом. Возможно, эти изменения служили интересам тех, кто находился у власти, помогая им укреплять свое влияние и управлять людьми через страх или послушание. Если это действительно так, то какие важные аспекты нашей истории могли быть скрыты или забыты? И почему одни и те же события интерпретировались настолько разными способами в разных культурах? Возможно, пришло время взглянуть на прошлое с новой точки зрения и попытаться понять, что скрывается за привычными легендами и мифами. Большая часть того, что мы знаем о религии и истории человечества, это лишь вершина айсберга, скрывающая более сложную и многослойную реальность. В древних текстах разных культур упоминаются загадочные существа, которых называли богами, ангелами или элохим. Эти фигуры, как утверждается, учили людей законам, обычаям и ремеслам, а их деяния воспринимались как чудеса или проявление божественной силы. Однако, возможно, то, что древние считали магией, на самом деле было демонстрацией технологий, которые их умы просто не могли понять. Вопрос в том, почему эти истории так похожи у разных народов, разделенных эпохами и порой тысячами километров. Древние шумеры говорили об ануннаках, существах, спустившихся с небес, чтобы править и передавать знания. В еврейской традиции встречается термин «элохим», который часто переводится как «бог», но его множественная форма может указывать на могущественных существ. В книге Еноха упоминаются наблюдатели, небесные создания, чья связь с человечеством привела к появлению нефилимов. Эти параллели вызывают вопросы: почему столь разные культуры рассказывают столь схожие истории? Были ли это просто мифы, созданные для объяснения природных явлений, или за ними скрываются реальные события, зашифрованные в символическом языке? Традиционная наука и археология часто отвергают такие гипотезы, утверждая, что цивилизация началась в строго определенные периоды. Однако существуют артефакты и сооружения, которые опровергают эти хронологии. Древние мегалиты, следы обработки камня и технологии, явно опережающие свое время, намекают на то, что наша история может быть гораздо старше и сложнее, чем мы привыкли думать. Эти находки вызывают неудобные вопросы. Почему они не вписываются в общепринятую картину? И кто заинтересован в том, чтобы мы придерживались устаревших догм? И самое главное, как человеку понять, что все, что ему нужно увидеть и понять, находится внутри него самого? Религия, как мощный инструмент управления, на протяжении веков формировала мировоззрение людей. Священные тексты отбирались, переписывались и интерпретировались так, чтобы укреплять власть тех, кто стоял у руля. Апокрифические книги, например, были исключены из официального канона, хотя они могли содержать важные сведения. Возможно, их удаление было продиктовано страхом перед тем, что знание, содержащееся в них, подорвет установленный порядок. Нам не обязательно полностью принимать эти идеи, чтобы понять, что история может быть не такой прямолинейной, как то, чему учат в школе или даже в курсе археологии.
Некоторые исследователи выделяют детали, которые не вписываются в официальную версию событий. Есть указания на места в Южной Африке, где добыча золота может быть древнее, чем ранее считалось возможным для человеческих обществ. Некоторые части их исследований были опровергнуты экспертами, но другие поднимают важные вопросы. В конце концов, почему доисторические цивилизации так интересовались добычей больших объемов ценных металлов? Возможно, академическое сообщество избегает затрагивать эту тему, потому что открытость к подобным теориям бросает вызов представлению о линейном прошлом, без значительных технологических скачков. Но когда многие культуры говорят о небесных посетителях, схожих чудесах и битвах между богами, совпадение слишком велико. Какова была цель тех существ, которые прибыли сюда, обещая мудрость, но в то же время требовали поклонения? Для тех, кто погружается в идею о том, что человечество в какой-то момент было экспериментом или продуктом инженерии, классическая интерпретация многих священных текстов радикально меняется. Согласно этой точке зрения, грехопадение в книге Бытия, когда Адам и Ева съели запретный плод, может быть не просто метафорой непослушания Богу. Это мог быть момент, когда люди получили что-то, чего определенные могущественные группы не хотели, чтобы у них было. Например, высшее осознание, свободная воля или знание. Некоторые утверждают, что змей представляет группу, которая хотела освободить человечество от невежества, в то время как Господь в этой истории был не обязательно верховным создателем Вселенной, а группой, строго контролировавшей свои генетические проекты. Эта идея может показаться тревожной, но она открывает новые пути к пониманию того, почему так много древних историй описывают богов, ведущих войны, наказывающих целые народы и покровительствующих определенным группам. История всемирного потопа присутствует в различных традициях. Официальные объяснения говорят, что это было наказание за испорченное человечество. Но некоторые теоретики интерпретируют это как своего рода генетическую очистку, способ перезапустить неудавшиеся или слишком опасные проекты. Спасение Ноя можно рассматривать как эксперимент по сохранению, подобный сохранению элементов, которые все еще представляли интерес. Эта перспектива распространяется и на фигуру Иисуса, который, согласно традиционному христианству, является Сыном Бога, воплотившимся, чтобы спасти человечество от греха. Люди, которые видят следы древнего заговора, считают, что он пришел, чтобы разоблачить и разрушить системы контроля, действовавшие веками. Некоторые загадочные строки, в которых он говорит, что все, кто пришел до него, были ворами и разбойниками, могут относиться к группам, которые использовали страх и невежество для управления людьми. Основная идея здесь не в том, чтобы отвергнуть святость учений Христа, а в том, чтобы показать, как в менее ортодоксальных интерпретациях каждое чудо или притча могут содержать подтекст, ставящий под сомнение религиозные структуры и влияние сил, неограниченных земным планом. Многие люди предпочитают не изучать все эти теории, потому что принятие их означает переосмысление всей своей картины мира. Большинство религиозных институтов, будь то церкви, мечети, синагоги или храмы, строятся на предположении, что священные тексты не подлежат сомнению. Но если некоторые отрывки были изменены во время соборов, переводов и переписей, то возможно, что важные части истории были отредактированы. В таком сценарии свободная воля могла быть подвергнута вмешательству, а сами концепции Бога или духовности могли быть сформированы интересами, смешивающими религию и политику. Тем временем существуют теории о технологиях в далекие эпохи. Археологические находки намекают на то, что древние люди совершали достижения,
которые до сих пор сложно объяснить, такие как точное строительство мегалитических сооружений, например, пирамид, или записанные астрономические знания, которые кажутся слишком продвинутыми для своего времени. Некоторые предполагают, что библейская история о пересечении Красного моря может описывать не чистое чудо, а использование технологического устройства, которое разделило воды так, что это выглядело божественным в глазах людей того времени. Это не исключает веру в высшую силу, но предполагает, что произошло нечто, выходящее за рамки уровня развития человечества того периода. Истории о масштабных божественных войнах, чудесных казнях и устройствах, называемых «столпами огня», оставляют многих в недоумении. В случае Содома и Гоморры города были уничтожены за их греховность. Некоторые считают, что для этого использовалось энергетическое оружие, учитывая уровень разрушений. Древние индуистские тексты упоминают битвы с использованием оружия, напоминающего ядерные взрывы. Могут ли эти рассказы быть просто метафорами, или же в прошлом действительно велись конфликты с использованием технологий, которые поздние цивилизации даже не могли назвать? Рассказывать об этом группе традиционных ученых, скорее всего, вызовет смех и обвинения в псевдонауке. Академические круги обычно утверждают, что нет твердых доказательств того, что инопланетные корабли приземлялись на Землю в древние времена. Нет подтвержденных останков машин или явных доказательств генетических манипуляций. Однако отсутствие абсолютных доказательств не стирает растущих совпадений при сравнении рассказов разных культур и изучении некоторых археологических объектов. Чудеса были просто неправильно поняты древними обществами, которые дали божественные названия демонстрациям знаний, выходящих за пределы их понимания. Естественно, существуют серьезные контраргументы. Переводы древних языков могут быть натянутыми, а многие археологические находки имеют более приземленные объяснения. Тем не менее, вопрос остается: почему так много людей настаивали на том, что их основатели пришли с небес, учили законам и требовали поклонения? С этой точки зрения духовность не отвергается, а помещается в более широкий контекст. Если тысячи лет назад внешние силы взаимодействовали с человечеством, это не исключает возможности существования чего-то священного во Вселенной. Это может показать, что божественное может проявляться в самых разных формах, включая посетителей, которые брали на себя роли богов среди менее развитых сообществ. Некоторые из этих посетителей могли иметь благие намерения, помогая человечеству развиваться, в то время как другие видели в нас лишь ресурсы. Эта интерпретация бросает вызов основам многих религий, задавая вопрос: были ли боги, требовавшие жертвоприношений или абсолютной преданности, действительно морально и духовно выше, или же они просто обладали более продвинутыми технологиями? На этом этапе некоторые опасаются, что такие идеи подрывают веру или принижают священное. Однако сторонники этих альтернативных теорий утверждают, что настоящая духовность включает в себя смелость смотреть правде в глаза. Вера не должна опираться на шаткие догмы или мифы, которые служат скрытым интересам. Напротив, люди говорят, что связь с божественным становится даже сильнее, если она освобождена от исторических манипуляций. Главный вопрос заключается в том, сколько людей готовы поставить под сомнение то, чему их учили с детства, чтобы исследовать возможности, которые могут поколебать их самые глубокие убеждения. Если части этих священных историй возникли в результате внешнего вмешательства и изменений в повествовании, это напрямую касается каждого, кто практикует религию. Есть также и еще один интересный вопрос: насколько люди, следующие религиозным системам, делают это из внутреннего призвания, и насколько из страха наказания или надежды на награду?
Люди, которые рассматривают возможность древних манипуляций, предполагают, что страх, чувство вины и подчинения могли быть внедрены в общество столетия назад как способы укрощения населения. Ритуалы и моральные кодексы могли быть частью стратегии контроля. Не случайно, что во многих историях эти божества угрожают страшными карами и требуют полного повиновения, описываясь при этом как крайне ревнивые в некоторых отрывках. Эти размышления открывают перед нами сложные вопросы о природе духовности, истории человечества и роли внешних сил, которые могли вмешиваться в наш путь. Если древние тексты действительно описывают нечто большее, чем просто мифы, это может означать, что наша свободная воля, как и наше понимание божественного, были сформированы под влиянием сил, которые оставались за границами нашего восприятия. Идея о том, что древние технологии могли быть неправильно интерпретированы как божественные чудеса, становится все более правдоподобной, если рассмотреть археологические и текстовые свидетельства. Например, пирамиды поражают своей точностью строительства, ориентацией по сторонам света и использованием массивных каменных блоков, которые даже современная техника с трудом могла бы перемещать. Некоторые исследователи предполагают, что эти сооружения могли быть не просто гробницами, а энергетическими устройствами, созданными для целей, которые мы пока не понимаем. Библейские рассказы, такие как разделение Красного моря, также могут быть переосмыслены через призму технологий. Возможно, это было использование устройства, управляемого магнитными полями или потоками воды, которое выглядело как чудо для людей того времени. Аналогично, столб огня, сопровождавший израильтян, мог быть технологическим объектом, который древние люди описали в терминах, доступных их пониманию. Другие примеры можно найти в индуистских текстах, где описываются войны с использованием виман, летательных аппаратов, напоминающих современные представления о космических кораблях. Более того, оружие, упомянутое в этих текстах, вызывает ассоциации с ядерным или энергетическим оружием, способным уничтожать целые города, что перекликается с историями о Содоме и Гоморе. Эти города, согласно Библии, были уничтожены за свою греховность, но некоторые теории предполагают, что это могло быть результатом применения мощного энергетического оружия, оставившего следы разрушений, которые мы до сих пор не можем объяснить. Такие интерпретации, конечно, вызывают скептицизм среди традиционных ученых, которые утверждают, что нет твердых доказательств присутствия инопланетных технологий или вмешательства в древние времена. Они указывают на то, что переводы древних текстов могут быть натянутыми, а археологические находки зачастую имеют более простые объяснения. Однако отсутствие абсолютных доказательств не стирает множество совпадений, которые обнаруживаются при сравнении рассказов разных культур. Почему так много древних народов утверждали, что их основатели пришли с небес, учили законам, передавали знания и требовали поклонения? Если это просто мифы, почему они настолько схожи? Такая перспектива бросает вызов основам многих религий, но не обязательно подрывает веру. Напротив, она может углубить ее, освобождая от догм, которые могли быть внедрены с целью контроля. Вера, основанная на страхе наказания или надежде на награду, становится шаткой, если ее корни уходят в манипуляции, созданные для укрощения людей. Однако искренняя духовность, основанная на поиске истины и личной связи с чем-то большим, может стать даже сильнее. Главный вопрос заключается в том, готовы ли люди поставить под сомнение то, чему их учили с детства, чтобы исследовать возможности, которые могут поколебать их самые глубокие убеждения. Если хотя бы часть этих древних историй связана с внешним вмешательством, это касается каждого, кто практикует религию или ищет смысл в жизни.
Некоторые боятся, что потеряют свои духовные ориентиры, если узнают, что их боги могли быть всего лишь группами, борющимися за власть. Другие видят в этом возможность найти более искреннюю веру, свободную от страха и манипуляций. Такой поиск требует смелости, но он может привести к более глубокому пониманию нашей связи с Божественным и нашего места во Вселенной. Этот поиск не обязательно умаляет чувство священного. Напротив, он может углубить духовность, освобождая ее от догм и манипуляций. Если древние религиозные системы в какой-то степени были инструментами контроля, то истинная духовность может быть найдена через личный опыт, размышления и внутреннюю связь с чем-то большим. Это требует смелости, поставить под сомнение то, чему учили с детства, и выйти за пределы привычных рамок. Но для тех, кто готов к такому пути, это может стать шагом к более искренней и глубокой вере, свободной от страха и чувства вины. В конечном итоге, духовность — это не слепое следование традициям или страх перед наказанием. Это личное путешествие, поиск истины и стремление к свободе. Если в прошлом существовали силы, которые использовали религию для манипуляции людьми, то сегодня у нас есть шанс освободиться от этих оков. Истинный смысл никогда не найдется во внешнем. Каждый человек уже несет в себе все необходимое для понимания и осознания. Вместо того, чтобы искать ответы где-то вовне, нужно сосредоточить внимание на себе. Настоящая духовность начинается не с изучения мифов или следования традициям, а с глубокого внутреннего исследования, с умения быть честным с собой, задавать себе правильные вопросы и находить ответы внутри. Все эти догмы, ритуалы и поиски скрытых смыслов — лишь шум, который отвлекает от главного. От работы над собой, от понимания своих истинных желаний, страхов и стремлений. Свобода и истина не находятся за пределами нас. Они всегда внутри. Все остальное — лишь декорации, которые могут сбить с пути, если мы позволим им это. Настоящий путь начинается там, где мы перестаем искать вовне и начинаем всматриваться в себя.